Сейчас мы задумали один очень большой проект. Это написание новой истории России. Многотомной истории. Помните, была история России, в свое время издавалась раньше, история СССР и так далее. Сейчас мы начали работать над новой историей России. Мы издаем новую историческую энциклопедию, начали это. Но самая лучшая энциклопедия, которая издается в нашей стране, знаете какая? Там есть прекрасные статьи о Грузии и о грузинской духовности. Это православная энциклопедия. Уже вышло много очень томов ее. И мы там и грузинских коллег привлекали к сотрудничеству. И эта энциклопедия очень серьезная, очень хорошая. И, так сказать, там тоже есть много такого, что может быть для вас интересно. Наш факультет издает примерно столько же продукции, сколько 2 академических института. Но 2 академических института занимаются в основном только наукой, а мы еще и преподаванием. И преподаванием занимаемся, надо сказать, чем дальше, тем тяжелее. Потому что очень много возникает формальных вещей, очень много формальных процедур начинается, там и программы, и многого другого, что немножко нас отвлекает. Но ничего, мы не сдаемся, надеемся, что будем работать плодотворно. Очень много соглашений. Соглашений практически с разными университетами мира. По этому соглашению у нас есть студенческий обмен, то есть мы посылаем группы студентов и принимаем группы студентов, присылаем преподавателей также. У нас такие есть два уровня. Есть уровень университета всего и факультетов тоже. И для того, чтобы сделать соглашение более крупным, мы фактически делаем следующее. 3 факультета собираются, и тогда соглашение является общеуниверситетским. Понимаете, если 3 факультета его подписывают. Вот. Если меньше, мы можем подписать свое соглашение. Но соглашение в масштабе всего университета лучше. Оно лучше, потому что оно дает больше финансовых возможностей. Понимаете? Поэтому мы стараемся делать соглашения такие. У нас соглашения с Римским университетом, с Болонским университетом, я начинаю с Италии, с Флорентийским университетом, с Миланским, с Неаполитанским. У нас есть соглашения с несколькими американскими университетами, очень хорошими. У нас есть программа Фулбрайта с американцами, которую мы ведем. У нас есть соглашение с Париж-1, с Париж-4, с университетом Монпелье. У нас есть соглашение с с Дублином, с Ирландией. У нас есть соглашение с Испанией, с Барселоной. Но они работают по-разному. Одни лучше, другие хуже. Но тем не менее соглашения довольно большие. У нас есть соглашение с целым рядом университетов стран СНГ. Вот. И это тоже действует как бы с Азербайджаном, например, у нас очень хорошие отношения, соглашения с Арменией. У нас есть, кроме того, филиалы в целом ряде наших партнеров республик отдельных. Например, у нас очень сильный филиал в Севастополе. Кроме этого, у нас есть очень сильный филиал в Ташкенте, сейчас созданный, в Баку, в нескольких таких столицах, но это уже должна быть инициатива со стороны того государства, которое он принимает. Не так давно в Стамбуле прошла встреча с грузинских и российских экспертов в рамках так называемого стамбульского процесса, запущенного с участием НПО господина Хуцишвили, на котором ведущие российские и грузинские эксперты обменялись, так сказать, предложениями по тому, как нам нормализовывать и как нам выходить на новые коммуникации. Нет информации, или нет ее недостаточно, или эта информация приходит запоздало. И первое, над чем стоило нам подумать, это выстроить нормальный канал, дающий полную информацию о тех взаимных процессах, которые идут в гуманитарной социокультурной сфере. Потому что академика Карпова, понятное дело, на всех не хватит, но можно построить в век информационных технологий, это не такая большая задача, совместный ресурс, на котором бы мы могли обмениваться историки, политологи, журналисты сведениями о проводимых мероприятиях и наоборот вырабатывать какие-то общие предложения, а на какие новые эти точки роста взаимного мы могли бы выйти с помощью конференций, летних школ. Кстати, welcome на летнюю школу, которую мы будем здесь на историческом факультете проводить. Есть запрос на проведение еще одной школы в Тбилиси. Тоже надо, я думаю, совместно подумать, почему только журналистского мастерства, а почему бы нам не попробовать провести для молодых политологов.
Или здесь о практиках вопрос затрагивался. Почему бы нам не провести встречу молодых? Вот вы правильно задали вопрос насчет того, что есть темы приятные, есть темы неприятные в нашей общей истории. Но есть общее для всех трагическое, да, 22 июня. Я думаю, это никто отрицать не будет, что это событие, которое, ну, как бы боль и трагедия и для грузинских, и для российских семей. Почему бы не провести встречу такую российских и грузинских молодых историков 22 июня в Минске? Это тоже вопрос, который обсуждается. Но нужны какие-то знаковые мероприятия, которые бы показали, что лед тронулся на самом деле. Потому что если мы будем бесконечно говорить о политике, обмениваясь вот так вот, как дипломаты протоколами о намерениях, то мы мало двинемся с мертвой точки. А вот НПО коммуникации, коммуникации появления гражданского общества и профессиональной коммуникации, вот эти три точки роста, по которым мы сможем с вами достаточно эффективно работать. Ну, это моя точка зрения. Я, естественно, понимаю, что есть и другие позиции подхода, но я думаю, что МГУ, МГИМО, вот, Центр российского образования, здесь есть поле для совместной деятельности. Не кажется ли вам, что и все страны постсоветского пространства, и Россия, и Грузия в том числе, сталкиваются с очень мощным вызовом, а именно с поколенческим конфликтом? И если в Грузии проблема разрыва ментального между старшим, средним и младшим поколением, которое лишено советскости в том представлении, в котором оно существует у среднего и старшего поколения, и которая, вот, скажем, она формирует свои мировоззренческие позиции, исходя из совершенно других принципов, чем те, кто, допустим, нашего возраста, 45, 40, 35, которые еще застали какую-то часть вот этого общего культурного, гуманитарного, образовательного пространства. Вот эта тема не политическая тема, но ее было бы очень интересно обсудить, потому что это вызов и риск, с моей точки зрения, который не связан там с геополитическими ориентирами, там, Грузии, России, любой другой страны постсоветского пространства. Мы должны выходить на обсуждение решения общих вызовов и общих рисков, которые между нами существуют. Они не обязательно связаны с российско-грузинскими отношениями, просто общие, потому что это давление испытываем и мы, и вы. Очень часто незнание русского языка не означает плохого отношения к его носителю, не означает плохого отношения к русским. То есть, и на самом деле, действительно, приезжие из России вызывают у грузинской молодежи интерес, желание общаться. Да, бывает, конечно, языковой барьер мешает, но тем не менее он преодолим, если есть желание общаться. Да, и дружбу можно завести, зная язык плохо. При этом желание учить русский язык в Грузии есть. Среди грузинской молодежи есть, оно растет, я бы сказала, да, и у родителей растет процент родителей, которые хотят, чтобы их ребенок с детства знал русский. Немного, не такой большой рост, но растет.